Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Авторы канала, которые проживают и трудятся на своих грядках в районе города Измаил, который находится в Украине на юге Одесской области. И сегодня мы с вами рассмотрим очень важную тему. После Луны в знаке Рак, очень плодотворного периода, наступает период Льва, Луна во Льве. И, как написал один наш зритель, почему Лёва не дружит с огородниками, почему так мало работы можно делать, почему. Ну, а мы просто коротко отвечаем: Лёва просит всех отдохнуть, потрудились хорошо. И это время иссушающего огня. Нельзя в это время особо перенапрягаться нашим телам. Нужно обязательно беречь сердце, систему кровообращения и, естественно, не напрягать, потому что в это время именно во Льве, когда находится Луна во Льве, наше сердце сходит с ума. Можете не спать, переживать, и это время действительно иссушающего огня лучше все-таки передохнуть. Ну а если вы что-то не успели, можете вот сейчас, кстати, запланировать. Сегодня у нас 15 мая 2021 года, и мы можем, если что-то не успеем, доделать. И вот что мы можем оставить на время Луны во Льве. Итак, смотрите, время Луны во Льве, растущая Луна, очень продуктивная, хорошая Луна, 17 мая с 15:45 начинается. Это время лучше с 16 часов. Можно сеять спаржевую фасоль. Кстати, обычные фасоли тоже хорошо получаются. Я проверила, они меньше болеют. Вот тот, кто собирается высаживать рассадный лук, который вы посеяли в Тельце, в Козероге раньше, и он сейчас готов. Это у нас в основном северяне. И средняя полоса, вот этот лук рассадный можно высадить во Льве, он будет как раз очень хорошо расти. Лев любит лук и покровительствует. Кстати, лук, репку тоже можно посадить. И, кстати, с 17 после 16, и сразу же эти же культуры 18 мая, все 24 часа благоприятный период. Про 19 мая мы чуть-чуть отдельно поговорим. Вот эти 2 дня, один неполный 17 мая и 18 мая весь день, можно вот сеять вот эти семена разных вот этих культур, которые я назвала. А также очень хорошо приветствует лев, это сидираты зерновые и газонная трава. Это одинаковое строение семени, поэтому вот эти 2 культуры, сидираты различные и газонную траву, очень хорошо сеять в это время. Получается крепкая такая, меньше болеет. Очень хорошие здоровые растения. Ну и почему? Потому что у них не очень большая корневая система. Во Льве всегда растет маленькая корневая система, которая не может обеспечить, если у вас высокоурожайные какие-то овощные растения, для цветов, допустим, или вот садовые растения, им нужны мощные корневые системы. Это не подходит во Льве ни в коем случае. Примется, будет расти, но будет стоять на месте, как говорила моя бабушка. Значит, спасибо, мы разобрали. Следующее: посадка рассады. Только луковичные цветы из горшков и контейнеров, вот 3-5 литров. Я это использую, этот период Льва. У меня есть в вазонах таких цветочных, больших, 5-литровые, 7-литровые, уже цветочные луковичные цветы почти созрели. Мне нужны горшки, поэтому я делаю специально по форме вот этого горшка ямку и туда аккуратненько переношу вот это с корнями. Нельзя ни в коем случае повредить корни. Переношу вот все это семейство цветочное, и оно продолжает там находиться. Вот это можно делать. Следующий очень важный момент: что можно делать, а очень нужно делать. Собирать лекарственные травы. Это самое благоприятное время, особенно для тех, кто имеет проблемы с сердцем.
системой кровообращения. Вот для этих целей заготавливаете травы для того, чтобы улучшить свое здоровье в плане вот этих органов и системы кровообращения. Супер! Сушите, сушится хорошо, а качество отличное получается. Трудитесь и 17 после 16 часов, и 18 все 24 часа, но травы мы собираем утром и вечером. В саду что можно делать? Растущая луна, только прививки. Очень быстро старайтесь их сделать, не иссушайте, потому что иссушаются вот эти срезы. Быстрая прививка, и результат при растущей луне почти всегда хороший. Зеленые операции. А вот зеленые операции можно проводить, это более-менее переносится растениями нормально. Это посынкование, обрезка листьев. Не забывайте, что нужно использовать инструменты, которые обработаны дезинфицирующими веществами. Вот это практически все, что можно делать, видите, я назвала. Ну и то, что нельзя будет делать и в третий день в Льва, мы сейчас назовем чуть позже. Хочу сейчас вам показать, вот Лев у нас переход вот 19 мая. Будет переход Луны из первой во вторую фазу. Очень сильный такой переход, стрессовая ситуация. Хочу вас попросить еще раз сказать, что вы должны побольше дать возможность в эти дни отдохнуть, а особенно 19 мая. На Солнце снова формируется какое-то там действие и дыра какая-то, но мы уже почувствовали на себе 11, 12, 13 мая многие, по вашим сообщениям сужу, я и сама ощутила вот этот поток сильнейший со стороны Солнца. И переход первой фазы Луны во вторую фазу тоже будет проходить именно в следующий вот такую вспышку Солнца, и тоже будет магнитная своеобразная буря. Поэтому 19 мая, пожалуйста, здесь не написано, 19 мая озвучиваю, дайте себе отдохнуть. И, естественно, если уж сильно захочется немного поработать, в этот день можно только заниматься подготовкой грядок, посевом, посадкам в последующие периоды. Видите, красные, все это красненько нельзя делать. И нельзя делать во все дни Луны в знаке Лев посевы семян овощных и цветочных растений. Нельзя посадку проводить саженцев садовых растений. Это и деревья, это и кустарники. Очень маленькая корневая система, и растение не покажет себя во всей красоте. Также не используйте в эти дни химические фунгициды, золу, настои соды, растворы соды, различные какие-то вот такие настои, которые будут воздействовать на листья, ядовитые вот такие различные растворы не используйте. Не используйте в эти дни для подкормок минеральные удобрения. Ни в коем случае. Очень болезненно. Мало того, что и так воздействие идет иссушающего огня на корни, да еще и удобрения, именно минеральные удобрения, могут высушить корешки вот эти нежные, беленькие, и растение будет болеть и, естественно, не даст тот урожай, на который мы рассчитывали. Нельзя в саду ходить даже с ножницами. Обрезать садовые растения нельзя. Единственное, что можно в саду, очень быстро провести прививку. Очень аккуратно, быстренько замотать, все сделать и оставить растения в покое. Нельзя в этот день заниматься пикировкой, посадкой рассады овощных растений. Ну вот то, что мы делаем, высаживаем в другие знаки, тем более, что мы уже 15, 16, 17 утром очень много сделали с вами с овощными растениями, с рассадными растениями и с посевами. Ну что ж, я думаю, что я вам ответила на ваш вопрос, почему Лёва не дружит с огородниками. Это такой знак, и в этом знаке нужно отдыхать.